Есть слова, которые звучат как приговор, хотя на самом деле они всего лишь описание. Резерв – одно из них. Это слово заставляет женщину думать, будто у нее был тайник с сокровищами, которые она небрежно где-то растеряла на дороге. И вот здесь начинается самая коварная ловушка в репродуктивной теме. Вы начинаете обвинять себя за то, чем никогда не управляли. И к концу этого разговора я хочу, чтобы вы эту вину отпустили. Но чтобы дойти до этого момента, а он, поверьте, впереди, нужно честно посмотреть на то, как именно цифра забирает у вас больше, чем должна. Оставайтесь со мной до конца. Там вы заберете инструмент, который вернет вам ощущение контроля. А сейчас история одной женщины, которая чуть было не проиграла эту битву. Битву, которой не было. За 25 лет практики я видел сотни женщин, которые приходили ко мне с одним и тем же вынесенным приговором. Расскажу про одну женщину. Ей было 36 лет. Она пришла с болью в пояснице. Архитектор. 10 часов за чертежами. Но когда я начал собирать анамнез, она заговорила совсем о другом. Полгода назад она сдала АМГ на всякий случай. Цифра оказалась маленькой. И вот женщина эта, пришедшая ко мне лечить спину, полчаса извинялась передо мной за свой анализ, будто совершила преступление. Не уследила, затянула, карьера съела меня. Интересно, чьи-то слова. Она плакала не от боли, она плакала от мысли, что подвела саму себя. И к концу этой истории я расскажу вам, что произошло с этой женщиной на самом деле. И почему ее путь был не похож на то, что вы могли бы себе представить. Но сначала разберемся с главным. Что это за слово прячется за резервом, из-за которого женщина казнит себя без суда? Что на самом деле прячется за этим словом? Ну что? Ну а реальный резерв – это просто оценка того, сколько фолликулов осталось в яичниках прямо сейчас. Это не мера вашей любви, не табель успеваемости за прожитые годы, просто количество, как число дней в календаре, которое отметила природа. У каждой женщины при рождении есть свой запас, заложенный, не заработанный. Он уменьшается всю жизнь. Естественно, еще с того времени, когда вы были внутри своей мамы. И снижается вне зависимости от того, рожали вы, предохранялись, строили карьеру, строили дома. Неважно. Это не банковский счет, с которого вы бездумно снимаете. Это река, которая течет с рождения и не спрашивает у вас никакого разрешения. Метафора банковского счета здесь и подкупает, и обманывает. Подкупает простотой. Потратила, значит виновата, а обманывает, потому что счет можно пополнять и тратить по своей воле. А фолликулярный пул устроен иначе. Вы его не снимали и не копали. Он просто убывает со временем и рядом с вашей жизнью, а не из-за нее. И именно эта мысль, как я покажу чуть дальше, становится первой ступенькой к вашей свободе. Но прежде чем мы к ней подойдем, давайте разберемся, что на самом деле говорят цифры и почему вы, скорее всего, придаете им больше значения, чем они того заслуживают. Почему количество не всегда равно качеству. Поймите, АМГ – это снимок текущего состояния. Он показывает, сколько фолликулов доступно сейчас, и все. Он не говорит о том, получится у вас ребенок, он не предсказывает наступление беременности, ничего. Он не оценивает качество яйцеклеток. Это как посчитать, сколько семян лежит в горшочке, но не узнать, из какого именно вырастет цветок. И вообще, зацветет ли он. И вот здесь самое важное. На этом задержитесь. Количество оставшихся фолликулов – это не то же самое, что количество тех яйцеклеток, что в них находится. Я видел женщин с очень скромным АМГ, которые зачали сами, потому что качество их ооцитов было очень хорошим. И видел женщин с высоким, отличным АМГ, 3, 4, 5, у которых годами не наступала беременность по десятку причин. Цифра говорит вам сколько.
Она ни слова не говорит, получится или нет. Это как спросить, сколько патронов в магазине, когда главный вопрос – попадете ли вы в цель. Запас определяет число попыток, не их исход. Каждая попыточка – отдельная маленькая история, и у нее есть свой шанс. Давайте все-таки я отвлекусь от цифр и расскажу вам, где на самом деле прячется ваша надежда. Она не в лабораторном бланке, она в вашем теле и в том, что в ваших руках. И сейчас я возвращаюсь к обещанию, которое дал в начале. То, что происходит вокруг этой цифры, это та территория, где вы сильны. Оставайтесь со мной еще немножко. Дальше я покажу, как тревога захватывает тело и как из этого плена вам выйти. Надежда живет не в цифре, надежда живет в ваших руках. Я не буду обманывать вас и говорить, что можно поднять резерв дыханием, маткой, дыханием, травами, какой-то чудо-схемой. Это не так. Я уважаю вас достаточно, чтобы быть с вами честным. Число не в вашей власти, и в этом нет вашей вины. Но в том, что действительно в ваших руках, и это огромное пространство свободы, это сроки решений, выбор специалиста, разговор с партнером, качество сна, состояние тела, умение дышать, когда страшно, натуральная поддержка организма. Вы не управляете количеством, но вы управляете всем, что происходит вокруг этой цифры. И вот здесь я говорю вам как врач-остеопат и натуропат. Когда женщина живет годами в тревоге о своем будущем, ее тело меняется предсказуемо. Напрягается диафрагма таза, дыхание становится поверхностным, спазмируется тазовое дно, спазмируется низ живота. Она в прямом смысле носит тревогу в теле, в шее, в животе, в дыхании. Работая с этим напряжением, работая с дыханием, с подвижностью крестца, копчика, с мягким освобождением тела, это забота о том, как живет ваш организм. Когда уходит постоянный зажим, меняется качество жизни. Глубже сон, тише тревога, мягче переносятся гормональные колебания. А еще женщина вдруг вспоминает, что ее тело не только исполнитель плана, но еще источник удовольствия, в том числе сексуального. Мы еще вернемся к тому, как это связано с вашей историей. Но сначала я покажу вам, как превратить вашу тревогу в понятный для вас маршрут. Практика «Тело как компас». Одна практика у вас уже была. Это карта решений, которая превращает тревогу в маршрут. Но прежде чем перейти к решениям, нужно вернуть женщину в собственное тело. Потому что пока тревога сидит в шее, в животе, ни одно решение не прозвучит спокойно и ясно. Это практика про то, чтобы снова услышать себя изнутри. Удобно расположитесь, сядьте или прилягте там, где вас никто не потревожит хотя бы 5 минут. Закройте глаза, сделайте один глубокий вдох, еще один. А теперь задайте себе простой вопрос. Где в моем теле живет тревога прямо сейчас? Не что я думаю, а именно конкретно, где это чувствуется. Возможно, это комок в горле, или зажатые плечи, или тянущая тяжесть в пояснице, или живот, который сжимается, как будто готовится к удару. Не торопитесь отвечать просто и быстро. Позвольте телу самому показать вам то место, где оно держит свой страх. Когда найдете это место, не пытайтесь его убрать или исправить. Просто положите туда ладонь или свое теплое внимание и побудьте с ним. Скажите себе мягко, без осуждения, по-доброму. Я вижу тебя. Я слышу тебя. Тебе не нужно защищать меня прямо здесь и сейчас. Мы в безопасности. Это похоже на то, как если бы вы встретили встревоженного ребенка и не отругали бы его за страх, а обняли бы, утешили. Свое тело мы обычно ругаем или игнорируем.
а практика в том, чтобы встретить его с добротой. Теперь вот прямо сейчас с этой теплой ладонью понаблюдайте за своим дыханием. Не пытайтесь его изменять, просто замечайте, как воздух входит и выходит, как поднимается и опускается грудь и живот. А потом мягко позвольте вдоху стать чуть длиннее. А потом мягко позвольте вдоху стать чуть глубже, а выдоху чуть длиннее. Как будто вы отдаете лишнее из этого зажатого места самому воздуху. Подышите так несколько минут. Вы не решаете сейчас никаких вопросов. Вы просто возвращаете себе право дышать и находиться в теле, которое не обязано постоянно напрягаться из-за того, что вы думаете. Когда вы почувствуете готовность, медленно откройте глаза. И заметьте разницу. Голова стала чуть спокойнее, тело чуть мягче, а тревога из гудящей сирены превратилась в тихий фон, который можно отодвинуть, чтобы услышать себя. Это упражнение можно делать каждый раз, когда цифра или чужая история снова попробуют вас захватить. Чем чаще вы возвращаетесь в тело, тем слабее становится власть тревоги, и тем яснее вы слышите себя, свои желания, свои настоящие решения. Теперь 3 вопроса после этой практики. Где именно я носила тревогу в теле? Что изменилось, когда я признала ее и подышала с ней? Какую одну заботу о своем теле я могу подарить себе сегодня или в ближайший день? Это практика про то, что в ваших руках. И как вы теперь знаете, именно там живет ваша сила, здесь и сейчас. И вот я возвращаюсь к той женщине, которая плакала у меня на кушетке. Она сделала все это дома, сначала у меня в кабинете, потом дома. Она сделала это и сказала потом: впервые за полгода я почувствовала не радость от хороших новостей, их пока не было, а облегчение от того, что снова управляет процессом, а не сам процесс тревоги управляет ею. Ее история – это доказательство того, что я хочу донести до вас с самого начала. Вина была не ее. И надежда тоже была в ее руках. Не в цифре, не в бланке, а у нее. Я вначале обещал, помните, что можно отпускать вину. И вот мы подошли к этому моменту. Осталось последнее слово. Вы не растратили свой резерв. Вы просто дожили до возраста, когда начали его измерять. Ваша история пишется не цифрой из лаборатории, она пишется решениями, которые вы принимаете сегодня, заботой о том, в каком состоянии живет ваше тело, и надеждой, которую вы имеете право нести. И чтобы этот разговор не закончился для вас просто словами, я хочу, чтобы вы что-то забрали с собой. Я довел вас до конца, и теперь позвольте дать мне вам инструмент для первых шагов. Если вы хотите разобраться, как именно принимать решения, когда резерв снижен, как не терять время, как говорить с партнером, как не тонуть в бесконечных протоколах, в добавках, возьмите мой протокол, можно сказать, чек-лист. Авариальный резерв, 3 показателя и 1 карта решений. Там карта решений в удобном формате для вас, плюс разбор всех показателей, о которых мы сегодня говорили. Скачайте бесплатно по ссылке под этим видео. А если вы чувствуете, что хотите не просто читать про себя, а прожить и разложить свою историю в разговоре с живым человеком, запишитесь ко мне на онлайн-консультацию. Я рассмотрю именно вашу ситуацию целиком. Я не буду смотреть на цифры, на одну цифру. На вас я буду смотреть и понимать, что с вами. Ссылка для записи есть под этим видео. И мое обещание, данное в начале этого разговора, исполняется. Прямо сейчас вы перестаете винить себя за то, чем не управляли. И начнете управлять тем, что действительно в ваших руках. Спасибо, что дошли до конца. Спасибо, что слушали, смотрели.
Я желаю вам счастья. И помните, самое ценное, что у вас есть, это не число на бумаге, а время и вы сами. Я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего. До встречи.